Даниил Дубов дубасит Магнуса Карлсона и заканчивает партию чистым матом. Самый неудобный соперник, наверное, для любого современного шахматиста. d4 пихает. Даня, Магнус отвечает конь f6. То, что мы увидим в этой партии, редко можно увидеть в принципе против Магнуса Карлсона. c4, e6 это у нас ферзевой гамбит, отказанный и не принятый, даже не предложенный. Конь f3, d5 с перестановкой ходов. Даня пихает пешечку на g3, каруанит слона на поле g2, получается Каталониус, каталонское начало. Конь bd2. Сопернички развиваются по теории. Карлсон скидывает пешечку на поле c4. С одной стороны это теория, а со второй стороны слон g2 будет посматривать на ладейку a8. Так что тут надо аккуратненько. Почему Дубов один из самых неприятных соперников? Да достаточно вспомнить партию. 3 штуки, 3 партии против Синдарова, где 3-0 пошел. Лежа на диване. Кстати, видео есть на канале, можешь также посмотреть. После просмотра этого видео, конечно. Слон G2, каруанится слон. Опять пошел Магнус. Не опять, а снова. А3 сюда. И можно, конечно же, аккуратненько отступить слоном на поле d6, но Магнусевич просто бьет коня на поле d2, заставляет Дубова забрать слоном на поле d2. Слон, кстати, на поле d2 может неплохо устроиться на поле c3, посматривать там где-то на пешечку g7, в целом неплохо. b5. Магнус просто так эту пешку отдавать взад не собирается. Он будет играть на удержание. Во как! Где-то там угрожает конь Е5, потом ладья 7 или С6. Плохо, конечно, С6 играть. В общем, что-то на конь Е5 он задумал. Например, если конь Е5 сюда стать, простое и обычное ладья 7, как бы все хорошо. И если сюда сделать вилку, разменялся и просто слон d7. Вот такой вариантик, все хорошо. У белых, у черных равная позиция, даже у черных чуточку лучше. На полшишечки. Ну а ты, если еще не поставил лайкосик этому видео, надо поставить лайк, проверить подписку на канал. Смотрим дальше. Что нас ждет в этой чудесной партии? Ходом А4 подрывает Даня пешечку Б5, вынуждает Карлсона как-то реагировать. Он реагирует ходом С6 и уже вроде бы можно коня пихать, отдавать пешку Д4, но взамен откусить пешку на поле С6. Сначала Даня играет ферзь С2, чтобы сюда подсунуть ладейку на d1 в случае взятия ферзем на d4, чтобы слон отскочил, как пробка. Каруанит своего белопольного слона Карлсон, и внимание, начинается адское месиво. Не дожидаясь рокировки, Даня пихает пихунделя h4. Пошла тепленькая в атаку на мясо. Конь bd7, аккуратненько, h5 и h6. Вот и пришли к какой-то позиции. Наконец-то конь e5 может себе без угрызения совести скакануть на поле c6, напасть. Слон и конь атакуют пешечку, угрожает взятие с провисающим слоном на поле b7. Слон провисает, как ушки спаниеля. Чтобы снять напряжение с поля c6, Магнус пихает своего коня на поле d5. Теперь слон не доберется. А если слон надумает забрать этого коня, тогда прекрасная структура после взятия. Вот так. Но в этой позиции следует вообще неожидаемый ход. Вот можешь подумать сейчас. Самый необычный ход за белых, который только можно сделать. Именно его Даня сейчас и поднимает. Все что угодно можно сыграть, кроме ладья h4. Вот он вывел ладейку. И ладейка уже по четвертой горизонтали куда-то посматривает, плюс защищает на поле d4. Кстати, партия была сыграна в далеком 2020 году, 30 декабря, в преддверии Нового года. Под елочку Карлсону принес подарочек. Конина пошел сюда, чтобы на g4 не было приколов, и король f1. Серия неочевидных ходов, ребята, не заканчивается. Ладья h4 это были цветочки, ягодки нас ожидают дальше. Ферзь c7, и что бы вы думали, какой ход делает Даня? Он пихает короля просто в рокировку. Король пришел в рокировку, ладья вышла на четвертую горизонталь, все как доктор прописал. Угадай такого мистера, что он сделает в следующий раз. Конь b4, Магнус атакует ферзя, немножко позиция начинает выпускаться, и ферзь c1. В случае рокировки в короткую сторону уже пролетит жертва на поле А6. Ладейка готова к акции. Ладья d8.
АБ, ЦБ и слон Б4. Этого неприятного коня надо убирать. Плюс на минуточку подвисает где-то слон на поле Б7. Также обратите внимание, как четко стоит ладья на H4, защищая поле D4. Забрал АБ. И, конечно же, надо вязать этого слона. Угрожает просто взятие этого слона. Надо как-то перекрываться, защищаться. Ладья G4. Включается ладейка в бой. Если сейчас просто сделать рокировку, последует ферзь H6. Пользуясь связкой, ставим мат. Ну, там еще не мат, но приятного уже как бы минимум. Вообще нет приятного ничего для черных. Поэтому после ладья G4 Магнус играет ладья G8, тем самым немножко ухудшает свою позицию. А что лучше сыграть? Ты фиг угадаешь, какой ход он сделает дальше. Ферзь C2. Тонкий тихий ход. С идейкой закинуть своего ферзя на поле А6, пройтись по обжорному ряду, собрать добровольцев. С3. Магнус не собирается останавливаться на случай ферзь H7. Он просто аккуратненько отойдет ладьей и пешка пойдет вперед. С2, С1. Для белых также присутствуют серьезные угрозы. БЦ, БЦ разменялись и ладья А3. Маршрут перестроен. Надо как-то сторожить пешечку на поле С3. Игра в самом разгаре. Сейчас конина будет прыгать на поле Б4. Как твой лайк этому видео? Ладейка С8, пошел конь Д3. Конина переводится на поле С5, чтобы перекрыть защиту поля С3. Конь F6 предлагает размен слонов. Слон Б7 пошел, поменялся, ферзь Б7 и конь С5. Гарде. Ошибочка, которая позволяет Карлсону задавить авторитетом, но Карлсон этого не видит. Он забирает на С5. Первый ход он, кстати, увидел, и после ДЦ конь G4. Но что было дальше? Это просто шок, ребята. Как вот Даня Дубов, имея ферзя и ладью, умудрился в этой позиции Карлсону поставить мат. Прикол. Сначала скипаем пешку. Справедливости ради также стоит сказать, что ладья на поле G8, она не ликвид вообще. Чепуха, не играющая. Пешечку надо брать, и тогда ладья c3. Получается, что ладья сейчас заедет на c8, и на g8 ладья отыграется. Ферзь b6. В случае ладья c8 король отступает, и если забрать ладью, последует мат f2, h2. Поэтому Даня этого не зевает, пихает пешечку на поле e3. Король e7 пошел. Батя вперед, сначала ладья c6, и вот смотрите, минус 5 оценка позиции, но Дубов играет. И совершенно не очевидно, что мат в 7 ходов сейчас получит Карлсон. Вот остановись сейчас на этой позиции и задай сам себе вопрос. Черными играет Магнус Карлсон, белые без фигуры. Как можно получить мат в 7 ходов? Да легко. Ферзь d8, ферзь c5 получает шах, и король пошел вперед. После ладья d6 Магнус затыкает своему королю отступление на поле Е7. Лучше было бы сыграть что угодно, только не ферзь Е7. Например, ферзь А8. Нормально себя чувствуем и все хорошо. Но Магнус играет ферзь Е7, что позволяет Дубову влепить Матильду. Шах. Закрываться нельзя, так как тут взятие просто коня. Король идет на G5. F3. Прогоняем этого коня. Какой ход спасает? Никакой ход уже в принципе не спасает. Только забрать ладью на поле D6. Единственное спасение. Конем отступать на F6 фигня, так как просто мат в один ход. Вот такой мат ферзь Е5. Магнус играет F5. Защищает этого своего коня. Тогда получает взятие коня. Ладья выходит на оперативное пространство. И после этого хода Магнус получает чистый кайф на поле F5. Вот такая партейка. Не забываем лайкать, подписываться. А также можешь посмотреть вчерашнюю партию, как кони педальные Абдусадорова обпедалили Магнуса. До новых встреч!